Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня буду готовить вкусный вишневый пирог. Рецепт песочного теста я нашла в книге Пола Аллама и Дэвида Магинеса, которая называется «Улица свежего хлеба». В стакане у меня 160 мл холодной воды. Добавляю 100 грамм сахарной пудры. Сахарная пудра из холодильника. Все продукты для теста в рецепте охлажденные. Добавляю 30 мл лимонного сока. В оригинальном рецепте 170 мл воды и 20 мл уксуса. Все хорошо перемешиваю до растворения сахарной пудры и убираю в морозильную камеру. Пока буду перетирать масло с мукой, вода охладится. В миску высыпаю 665 грамм просеянной сильной пшеничной муки. В 100 граммах моей муки содержится 14 грамм белка. Добавляю 5 грамм соли, это примерно 1 чайная ложка, и перемешиваю до однородности. В муку добавляю 400 грамм холодного сливочного масла. Жирность масла 82%. Масло я предварительно нарезала кубиком размером примерно 1,5–2 см и охладила. Перетираю руками масло с мукой в крошку. Полной однородности добиваться не нужно. Должна получиться мучная смесь, через которую видны размятые кусочки масла. Старайтесь работать быстро, чтобы масло не растаяло от тепла ваших рук. Должна получиться вот такая крошка. Она легко собирается в комок и также легко распадается. В крошке делаю углубление и понемногу добавляю ледяную воду с сахаром и лимонным соком. Замешиваю тесто. Оно должно собраться в комок. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. В миске уже мешать неудобно. Перекладываю тесто на коврик и продолжаю замешивать. Продолжаю понемногу добавлять воду. И основанием ладони толкаю тесто в направлении от себя, как бы размазывая его по столу. Снова собираю его и продолжаю, до тех пор, пока тесто не удастся собрать в шар. Но не усердствую. В тесте обязательно должны остаться прожилки масла, которые придадут готовому изделию рассыпчатость. Тесто у меня останется. В холодильнике его можно хранить до 5 дней или до 2 месяцев в морозильной камере. Хочу потом из этого теста приготовить корзиночки с кремом. Воду добавила всю. Вот такая консистенция теста получилась. Делю его на 2 неравные части. Из каждой части формирую лепешку. Лучше лепешки делать потоньше. Потом будет проще и быстрее раскатать тесто. Я лепешки сделала толстыми, чтобы они поместились на мою доску. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы волокна клейковины расслабились. Пока тесто охлаждается, готовлю начинку для пирога. Так как вишню я заранее не разморозила, готовлю конфитюр. В сотейнике с толстым дном 970 грамм замороженной вишни без косточек. Вишня у меня кислая, поэтому добавляю 180 грамм сахара по вкусу и перемешиваю. Скажу сразу, что для моей формы 870 грамм вишни было бы достаточно. Впрочем, количество вишни зависит еще и от высоты формы. Включаю плиту и довожу вишню до кипения. Добавляю 10 грамм ванильного сахара по вкусу и готовлю примерно 1 минуту. Пока идет активный процесс пенообразования, перемешивать нужно постоянно, чтобы вишня не сбежала. Пену снимать не буду. Здесь 35 грамм кукурузного крахмала. Заливаю его небольшим количеством холодной воды, чтобы покрыть. И перемешиваю до растворения крахмала. Можно пирог готовить со свежей вишней и не готовить при этом конфитюр. Просто перемешать вишню с сахаром и крахмалом. В этом случае крахмала возьмите примерно 50 грамм, а выделившийся сок в пирог не выливайте.
Крахмал в сотейник добавляю тонкой струйкой и перемешиваю. Готовлю на медленном огне, постоянно помешивая до загустения, примерно 1 минуту. На поверхности вишни появились крупные пузыри. Готовлю примерно полминуты и выключаю плиту. Конфитюр перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой в контакт и даю остыть до комнатной температуры. Затем уберу в холодильник, чтобы температура теста и конфитюра перед выпечкой была примерно одинаковой. Если слой теста у вашей лепешки толстый, то достаньте его из холодильника заранее, минут за 20 до раскатки, чтобы тесто немного нагрелось. Раскатывать тесто буду между 2 листами пергамента. Так мне не придется использовать муку. Если будете раскатывать тесто на столе, то старайтесь использовать муку как можно меньше. Если во время раскатки вы переусердствуете с мукой, то готовое изделие получится некрасивым, с неприятным вкусом и текстурой. Скалку натерла мукой, так как тесто выйдет за края пергамента. Начинаю раскатку от центра к краям. Раскатываю тесто от себя. Поворачиваю на 30 градусов и продолжаю раскатывать. Раскатываю тесто, пока не получится корж толщиной примерно 5-7 мм. Тесто в готовом виде хрупкое, а размер моего пирога большой, поэтому сильно тонко не раскатываю. Раскатывая тесто, помните о том, что вашей целью является раскатать его, а не растянуть со всей силы во всех направлениях. Если вы растянете тесто, это приведет к тому, что оно заметно сожмется во время выпечки. Форму для выпечки заранее смазала сливочным маслом. Кладу тесто в форму и плотно прижимаю его. Особенно плотно оно должно прилегать в месте соединения дна формы и бортиков. Теста много. Остатки аккуратно убираю. При этом тесто на бортиках не растягиваю, а наоборот, отрезаю тесто о форму так, чтобы оно было выше бортиков. Распределяю его равномерно по всей поверхности формы, чтобы толщина слоя теста была одинаковой. Пальцами утапливаю выступающие края теста на бортиках по высоте формы. Форму с тестом убираю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы дать волокнам клейковины расслабиться. Вторую лепешку теста также раскатываю между листами пергамента. Этому тесту я не дала нагреться, поэтому полоски теста получились толстыми, но при этом они пропеклись, так что от этого пострадал только внешний вид пирога. Нарезаю тесто на полоски шириной примерно 2 см. Оставшееся тесто убираю в холодильник. Как я уже говорила, в холодильнике его можно хранить до 5 дней или в морозильной камере до 2 месяцев. Перекладываю полоски теста на доску и тоже убираю в холодильник. Полоски теста и форму с тестом перед этим лучше накрыть пищевой пленкой. Через 2 часа наполняю форму начинкой. У меня ее много, но я решила положить весь конфитюр. Зря, конечно, так как начинка во время выпечки немного вытекла, чем испортила внешний вид пирога. Распределяю вишню равномерно по форме. Сверху делаю решетку из полосок теста. Излишки теста убираю, плотно прижимая полоски теста к бортикам. Пирог выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 25 минут. Потом температуру снижаю до 180 градусов и выпекаю еще 20 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме. Затем вынимаю его из формы и убираю в холодильник, чтобы вишневая начинка загустела. Уже поздно,
поэтому убираю пирог в холодильник на ночь. Вот такой вишневый пирог у меня получился. Конечно же, его внешний вид испортили потеки вишни. Да и когда я снимала дно формы, а оно никак не хотело сниматься, при перекладывании пирога на тарелку он треснул. Готовое тесто очень хрупкое, но вкусное. И хотя внешний вид пирога не идеальный, он всем понравился. Я очень люблю вишню, поэтому пироги и торты с вишней тоже люблю. Но в этот раз с количеством вишни я перестаралась. Но поверьте, что пирог получился вкусным, и мы его съели быстро. Рекомендую вам приготовить такой вишневый пирог, он вам тоже понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! И если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.